Ирина Фарион работает в интересах россиян. СБУ задерживает народного депутата Дубинского, он же Буратино, а в Газу помощь собираются скидывать на парашютах. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В Румынии открылся учебный центр для пилотов. Украинцы обучаться будут в нем первые. Все зависит от подготовки украинской стороны. Они должны иметь подготовленных пилотов. США и Южная Корея договорились дать серьезный отпор КНДР в их ядерных угрозах. И если Северная Корея применит ядерное оружие, то она столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом Южной Кореи и США. На Ближнем Востоке раскол только увеличивается, говорит министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Расколы, похоже, становятся все глубже. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно. Поехали. Значительная часть российских военных, если не были раньше, то стали на фронте алкоголиками и наркоманами. Невозможность покинуть окопы и отойти от линии фронта приводит к зависимости от психоактивных веществ. Об этом пишет британская разведка. Эти сообщения заслуживают доверия и следуют за многочисленными сообщениями с момента вторжения о большом количестве дисциплинарных происшествий, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих. Даже дисциплинарное наказание никак не влияет на статистику. Руководство часто алкоголиков и наркоманов отправляет в штурмовые отряды «Шторм-З», которые, по идее, задумывались как элитные и, по сути, стали штрафбатами. Самой частой причиной плохой дисциплины и злоупотребления называют отсутствие у боевых частей возможности отойти от линии фронта. Ирина Фарион, экс-народный депутат Украины, сдала подростка оккупантам. Фигурантка последнего языкового скандала в Украине Ирина Фарион, которая говорила, что не может назвать украинцами тех защитников, которые говорят на русском, получила электронное письмо от своего сторонника с оккупированных территорий. И, видимо, это событие ее настолько удивило, что она решила рассказать об этом стороннике всем, выложить в сеть, запостила скриншот с его письмом, именем и другими личными данными, которые сам парень ей прислал. Через время к нему пришли из ФСБ и забрали в Центр по борьбе с экстремизмом. Вы знаете, вот ведь Фарион, она после Майдана, да, вот это же она спровоцировала на то, что первым обсуждался и был принят закон о языке, да, который потом вот возбудил весь восток Украины. Да, то есть это реально провокатор. Да, то есть это просто провокатор. Значит, сейчас спровоцировать какой-то конфликт между русскими и украинцами в армии, по-моему, это вообще невозможно. То есть я не знаю, сколько я там общался там с военными в Мариуполе, где там тот язык, там украинский, русский, там, ну, то есть, конечно, украинский лучше, потому что русские его хуже понимают, если они что-то перехватывают. Но Фарион же не об этом говорила. Да? Она говорила, что украинский воин должен говорить по-украински. Если он говорит по-русски, то он, ну вот, да, то слово, что вы не произнесли. Вот это, конечно, это раскол, это попытка раскола, это работа на врага. Ему даже пришлось записать извинения на камеру, которое мы вам здесь не можем показать. Вы его можете найти в нашем телеграм-канале. Украинский омбудсман обратился в СБУ и написал на своей страничке, что фактически Фарион совершила преступление и подыграла оккупантам. Персональные данные в условиях войны не абстракция, а защита жизни и свободы. В связи с фактом разглашения конфиденциальной информации обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования, чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и дали юридическую оценку. В Варшавском СИЗО нашли повешенным 19-летнего бывшего политзаключенного из Беларуси Кирилла Китурка. В 2020-м он был осужден за участие в протестах.
3 месяца он находился в белорусском СИЗО, после чего ему дали 2,5 года домашней химии. Но он смог выехать из Беларуси. Издание «Мост» пишет, что его задержали в Варшаве 10 октября за мошенничество в интернете. Вроде как он связался с группой мошенников, которые занимались воровством средств с банковских счетов. Польша отправляет танки на границу. У белорусской границы будет развернут новый танковый батальон. Об этом говорит министр обороны Польши, напоминая об угрозах, которые исходят от России и Беларуси. Танковый батальон будет располагаться как раз недалеко от белорусского Бреста. В Чертаеве начинает функционировать новый танковый батальон, который войдет в состав 1-й пехотной дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора и обеспечение безопасности, если мы посмотрим на направление нападения с востока. Варшава формирует новые части, укрепляет оборону, именно восточный рубеж, говорит министр. Украинского народного депутата и бывшего работника медиа Александра Дубинского обвиняют в госизмене и работе на российскую разведку. Якобы он работал под позывным «Буратино». Вместе с Дубинским якобы раскрыта и задержана целая преступная организация. В эту организацию входил еще и некий экс-прокурор с позывным «Птичка», с которым, как говорит прокуратура, Буратино организовал совместную пресс-конференцию в 2019 году, посвященную якобы вмешательству в выборы президента США в 2019. Несложно догадаться, кто был этой самой «Птичкой». Дубинский, конечно же, все обвинения отвергает. В Румынии открылся центр, который будет заниматься подготовкой украинских летчиков, и там как раз прошли показательные полеты. Украинские пилоты войдут в первую волну обучения на истребителях F-16 в открывшемся Европейском учебном центре на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии. Все зависит от подготовки украинской стороны. Они должны иметь подготовленных пилотов. Они должны знать, как проводить техническое обслуживание, что означает, что они должны иметь обслуживающий персонал. Мы должны иметь инфраструктуру на месте. И мы также должны координировать это с нашими партнерами. Также, конечно, с Соединенными Штатами, потому что это американский потенциал. США и Южная Корея договорятся с Японией и будут вместе противостоять угрозам, которые исходят от Северной Кореи. Об этом договорились министры двух государств. Также они договорились об обмене информацией в реальном времени о ракетной активности КНДР. Наши обязательства по сдерживанию Республики Корея остаются железными. Это включает в себя весь спектр наших ядерных, обычных и противоракетных средств. Мы будем продолжать делать то, что мы обещали делать. Но также хочу сказать, что за последние 12 месяцев мы изменили нашу позицию в регионе, поэтому мы развернуты на более высоком уровне и способны реагировать на все, что может произойти. Мы с госсекретарем Остином подтвердили, что никогда не сможем смириться с любой ядерной атакой со стороны Северной Кореи. И если Северная Корея применит ядерное оружие, то она столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом Южной Кореи и США, который приведет к концу режима Ким Чен Ына. После своей недавней поездки на Ближний Восток министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок описывает мрачную картину ситуации в регионе. Говорит, в краткосрочной перспективе необходимы гуманитарные паузы в боевых действиях в секторе Газа для того, чтобы иметь возможность оказывать помощь населению. В то же время безопасность Израиля должна быть гарантирована тоже. Ситуация в регионе находится на переломе. Расколы, похоже, становятся все глубже. Мы во всех местах чувствуем, как велико отчаяние на Ближнем Востоке, как страдают жители Газы, как страдают жители западного берега реки Иордан, оплакивая своих близких. Как страдают жители Израиля, которые до сих пор не знают, где их похищенные дети, где их похищенные жены, и которые подвергаются безостановочным террористическим атакам.
Раскол, может, и увеличивается, но очень большая роль в этом процессе отводится именно Хамас, которая способствует гуманитарной катастрофе в секторе Газа. К примеру, топливо, которое привезли бойцы Цахал для поддержания нужд больницы Аль-Шифа, вероятно, до больницы так и не дошло. А дойдет ли гуманитарная помощь, которую премьер-министр Палестины предлагает разбрасывать на парашютах? Я призываю Организацию Объединенных Наций и Европейский Союз направить помощь в Газу на парашютах, особенно на север, как это уже неоднократно делалось во всем мире. Мы призываем открыть коридоры для доставки помощи в Газу, не ограничиваясь переходом Рафах. Я говорю израильскому премьер-министру, который выступает против возвращения власти в Газу и хочет сохранить оккупацию на длительный срок, что его политика принесет им несчастье. Газа — это часть Палестины, которая оккупирована с 1967 года. И нам не нужно ничье разрешение, чтобы помочь нашему народу там. А тем временем боевики Хамас теряют контроль над городом Газа и бегут на юг. Об этом пишет издание Хаарец со ссылкой на министра обороны Израиля. Население грабит базы Хамас, добавляет министр. Но если на севере сектора Цахал одержал победу, то остается еще юг. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, хочу знать все, что вы думаете. И не забывайте подписываться на канал. На этом все, до встречи, хороших вам новостей.